Друзья, всем привет! Третья попытка записать лекцию. Чудеса какие-то начали происходить. Я уже вчера написал уже в посте в Телеграме. Прочитал вчера большущую лекцию, больше часа, там, наверное, часа полтора, скорее всего, было. Он потом остановил запись, а записи нет. Я так вчера, конечно, и офигел. Сегодня поэтому взял в качестве дубля диктофон, чтобы хоть аудиодорожка, сохранилась, если снова что-то не получится. В итоге решил сегодня делать лекции более короткими, в случае чего, чтобы не терять время, потому что на лекцию уходит очень много энергии, потому что мне приходится входить в то состояние, чтобы вспомнить некоторые нюансы, потому что в обычном состоянии, в состоянии бодрствования, то есть я просто многое не помню. Поэтому это можно сказать, что это такой рассказ из медитации. Сегодня я вам решил рассказать немного более подробно о функционале купола, чтобы вы более точно поняли, что конкретно сейчас происходит, почему запись происходит только с третьего раза. Я очень надеюсь, что все получится сейчас. Хорошо. В первой части мы остановились на том, что я рассказал, как создали человека, для чего его создавали человеческое тело, то есть как у нас произошла первая встреча с захватчиками, существа, которые питаются энергией, как мы от них по факту сбежали с нашей родной планеты, и прилетели сюда. Друзья, еще раз повторюсь про то, что я в лекциях уже говорил, тем не менее вопросы все равно приходят. Про форму нашей Земли. Говорю последний раз, слушайте внимательно. Я всегда в своих постах пишу слово «Земля» с маленькой буквы. А слово «Земля» в смысле территория. Наша Земля, она огромная, она очень большая, она многоуровневая. А многоуровневая в плане по уровню мерности. То есть мы живем в трехмерном пространстве. То есть над нами, в общем, есть очень много еще других мерностей, где тоже есть, скажем так, разумная жизнь. И, в общем, где проживают другие цивилизации. Конкретно на нашем трехмерном уровне есть большие территории Земли, которые поделены на более мелкие. Я сейчас не буду останавливаться на том, для чего это все сделано. Суть просто в том, что я уже говорил, что мы живем на Земле, в смысле территории, еще раз повторюсь, то есть она с точки зрения пространства, то есть мы, грубо говоря, берем глобус, большой, и кладем на него монетку, то есть глобус круглый. В общем, к этому вопросу нет. Но если мы положим монетку, маленькую, копеечную, допустим, вспоминаем, как они вообще выглядят, то искривления практически не будет. А с точки зрения визуала, то есть если мы будем смотреть в какую-то оптическую штуку, типа трубы, бинокля и так далее, то есть, в принципе, в общем, форма конкретно нашей территории, она практически плоская. Но это не значит, что Земля плоская. Земля имеет сферическую форму. Земля в целом, на которой много мерностей и много-много-много территорий. Конкретно наша территория, где мы сейчас все с вами находимся, то есть она она находится под куполом сегодня, и будем про него подробно говорить, и, соответственно, окружена по кругу также стеной льда. Про это есть много публикаций, то есть про это говорят летчики, то есть данную информацию стараются затереть, по возможности ее из интернета удалить. А если все же такой возможности ее нет, то просто тех людей, которые в общем, про это рассказывают, просто называют типа конспирологами. Короче, все вы там дураки.
Я сейчас могу привести много-много этому как бы доказательств, да, то, что мы живем на клочочке там земли, да, то есть, вот, в общем, сейчас просто, ну, как бы суть не в этом, мы просто, ну, как бы я сказал самую-самую сейчас главный момент, да, то есть, чтобы вы просто знали, то есть, мы живем на маленьком островочке земли круглой формы. Хорошо. Купол. В прошлый раз я сказал то, что мы сюда прилетели, и был запущен процесс терраформирования Земли текущей. А для чего это все было сделано? Потому что наши тела были созданы под определенные условия, то есть они могут функционировать только в определенных внешних условиях. Соответственно, процесс терраформирования, в общем, то есть мы, в общем, там есть такой механизм, да, то есть, вот, в общем, который, вот, в общем, грубо говоря, создает, воссоздает нашу экосистему. Часть от растений мы привезли с собой, в том числе насекомых, вот, в общем, в частности, пчел, да, то есть функция пчел кормить, вот, в общем, нас, ну, как бы вот наше тело, да, вот, в общем, пыльцой, медом, вот, ну, как бы своей продукцией, да, то есть, во-первых. И второе, пчелы выполняют роль опылителей. То есть, вот, в общем, если не будет пчел, природа просто загнется. Но, кроме всего прочего, нам нужно было еще 2 штуки, кроме самой экосистемы, в смысле природной, да. Для наших тел. Наши тела, они были в тот момент, сейчас уже тела, вот, ну, в общем, как бы наши уже деградировали. В тот момент они были более высоковибрационные, то есть они были более тонкими. Я не знаю, как это пояснить, чтобы вам было понятно. Короче, они были менее плотными. В общем, то есть это все-таки была физика, но эта физика была менее плотной, в смысле физический слой тела. А поэтому нашим телам требовалось более высокое давление, примерно 7-8 атмосфер. То есть сейчас только 1, то есть вот сколько все, да, у нас это понизилось. Вот, и требовалось, чтобы уровень вибрации, в общем, составлял порядка 800-900 Гц. Вот, в общем, я там точную цифру не помню, это на самом деле даже не важно. А когда я говорю про вибрацию, я говорю вот именно про физическую измеряемую величину. В одной вот из статей, которую я публиковал недавно, я давал подробное пояснение тому, что такое переход, то есть тот процесс, который сейчас у нас начал происходить. Есть такое понятие, как частота Шумана, по-другому еще называется резонанс Шумана. В общем, то есть это вот физическая величина, то есть Шуман – это немецкий физик, то есть это все строго научно. До середины 80-х годов, то есть частота Шумана, то есть вот, в общем, данная частота измеряется в герцах, да, то есть это частота, с которой вибрирует наша Земля. Еще раз подчеркиваю, наша Земля, территория, на которой мы сейчас находимся. И для того, чтобы ну, как бы вот нашим телам вот было комфортно, в общем, здесь присутствовать, да, то есть нужно было данную вибрацию поднять до 800-900. Соответственно, в середине 80-х годов вот прошлого столетия данная вибрация, в общем, составляла там без, ну, в общем, пару десятых, вот, в общем, там 7,8, 7,9 Гц, да, то есть, в общем, сейчас она вот начала резко скакать. Сейчас вы поймете, почему. Соответственно, требовалось сделать давление 7-8 атмосфер, да, то есть от текущего. Данную функцию выполнял купол, то есть давление сюда было накачано. И купол ее сохранял. В первой части лекции я уже, ну, как бы приводил уже сравнение, то есть это типа как в парнике создавать, ну, как бы свой микроклимат. Вот. Соответственно, для того, чтобы сделать вибрацию, также создавались определенные технологические девайсы. Началась тотальная стройка пирамид. В общем, то есть вот основная функция пирамид, вот, ну, функций было много, пирамиды были разные, вот, и тоже у них функции тоже были разные. Вот, ну, базовая функция, да, вот как раз она заключалась в том, чтобы поднять вибрацию Земли. В общем, чтобы частота Шумана
стала такой, которая нам требовалась для комфортного проживания наших тел. Соответственно, сейчас на Земле можно найти огромное количество пирамид. Их очень много, они есть абсолютно везде. А где-то там они засыпаны, где-то находятся под водой, где-то просто сломаны. Вот, но пирамид было очень много, они везде разной формы, как я уже сказал. То есть, допустим, в Гизе, в Египте, то есть это классический пирамидка, да? Вот. Равносторонние пирамиды есть, бывают другие. Вот. Ну, в общем, формы, короче, разные. А конкретно в Мексике там вообще, вот, ну, в общем, такие плоские пирамиды. Вот, то есть их много. А сейчас, вот, ну, как бы людьми найдено далеко не все. В общем, далеко не все. Вот есть пирамиды, которые просто скрываются. А вот потому что в них еще сохранились определенные технологии, которые еще работают. В общем, то есть их пока там не угробили, их не сломали. А в частности, такая пирамида есть в Китае. Я забыл, как называется та область, в которой располагается данная пирамида. Вот, то есть она, ну, как бы вот находится под военной охраной. Туда вообще никого не пускают. Я вот как-то видос смотрел, вот, в общем, там какой-то блогер, там, который в Китае живет, там, и по всяким злачным местам катается, хотел ее снять. Его там просто, в общем, чуть, короче, в ментовку не уехал он. Вот, так что там все серьезно. Какое строение пирамиды? А сейчас все пирамиды разобраны, и во всяком случае те, которые есть в свободном доступе, то есть, ну, к которым можно прийти, то есть они уже не работающие. В общем, то есть то, что мы видим в Египте, то есть это все, это уже сломано. В общем, то есть стена пирамиды составляет вот из себя, то есть такой трехслойный пирог. А сейчас те, кто разбирается в физике, а кто маленько разбирается в электрике, да, вот, ну, как бы сразу всем все будет понятно. А стена, внутренний слой – это слюда, а средний слой, самый толстый – это известняк, и внешний слой, которого уже нету нигде – гранит. А в конце концов мы получаем, грубо говоря, аккумулятор-транзистор. На макушке каждой пирамиды, то есть, в принципе, вот была вот большая пирамида, да, вот и была вот, ну, как бы вот на макушке, ну, в общем, просто, в общем, такая штучка, шапочка такая своеобразная, да. Она была сделана из различных материалов, смотря какая задача основная была вот у пирамиды. Как правило, вот все макушки вот пирамид были золотыми. Они транслировали в пространство нашей Земли, нашей территории, да, вот, в общем, так называемую золотую энергию. А золотую не в смысле золота, а в смысле света. Не знаю, как вам пояснить, вот, но как-то я уже писал уже в этом. Пост в нашем публичном телеграм-канале, да, вот, в общем, где я пояснил то, что медитация – это свет, то есть состояние, да, вот самоосознанности. Перечитайте его. Найдите поиском просто. Вот. А другие шапочки, да, вот конусы, макушки пирамид были из кварца и вот, в общем, самых разных материалов. Вот, в общем, все. То есть они, в общем, давали нам разную вибрацию, в смысле, вот, ну, как бы в наше пространство, да. Вот. И, собственно, в общем, кроме всего прочего, пирамида еще выполняла много функций. Сейчас про все говорить смысла не вижу. В частности, она структурировала вокруг себя пространство. Некоторые наши растения, которые мы привезли с собой, да, то есть им тоже для полноценной жизнедеятельности растения, насекомые, животные, которые с нами приехали, да, также требовалась, вот, ну, собственно, тоже, говорится, вибрация более высокого порядка. Поменьше, чем нам, но тем не менее. И в конце концов они просто, в общем, данную вибрацию просто вот, распределяли по поверхности Земли в том числе. И травка там росла, всякие разные растения. В общем, то есть сейчас уже растений тех, которые с нами приехали, практически не осталось. Кроме всего прочего, пирамиды были такими своеобразными ретрансляторами. Сейчас мы
вернемся к куполу, да, просто вот запоминаем то, что пирамиды были ретрансляторами, в общем, то есть они имели прямое взаимодействие с куполом. Двигаемся далее. Кроме пирамид были так называемые храмы, а сейчас все почему-то решили, вот, ну, потому что всем так сказали, заменили данные знания в нашей памяти, да. В общем, что храмы там, это типа христианские, там, вот, или какие-то другие религиозные. Нет, на самом деле, данное строение, практически на всех у них были шпили, самые разные формы, вот, ну, как бы суть заключался в том, что, данное строение просто собирали энергию тоже с окружающего пространства. Электрическую, конкретно вот электрическую. И могли ее по воздуху просто раздавать. Вот, ну, то есть, вот такие строения строились, как правило, в жилых городах, скажем так, да, то есть, говорится, вот, в общем, там города, поселения, то есть, там, где жили люди. На доме каждого человека тоже были вот такие железные конструкции, да, которые просто забирали электричество с пространства. А кроме всего прочего, то есть, чем выше была вообще вибрация, вообще чисто в принципе, вот, в общем, чем выше вибрация в окружающем пространстве, в общем, тот самый резонанс Шумана, да, то есть, в общем, частота вибраций Земли, тем больше в окружающем пространстве, грубо говоря, в воздухе, да, говоря простым языком, находится электричество. А в этом плане Никола Тесла, в общем, то есть, был абсолютно на 100% прав. Он даже практически уже построил там, в общем, какой-то вот механизм, который мог собирать, ну, собственно, в общем, то же самое вот электричество с окружающего мира, да, то есть, грубо говоря, с воздуха. Вот, но его очень быстро его закрыли, и Никола Тесла просто, ну, в общем, помер там в гостиничном номере в лютой бедности. А почему это сделано? Потому что такое у нас электричество? Это энергия, да? На базе которой все работает. Если нам выключить свет, мы тут, не знаю, выберем, как, в общем, как динозавры. Ну, условно говоря, да, то есть у нас все остановится, не будет ничего работать. Вот, поэтому электричество – это самый сильный элемент контроля над текущим населением. Про это мы поговорим в других частях лекций. Кроме всего прочего, сейчас просто нужно, вот, в общем, вот рассказывать вот еще и про питание. Вот, ну, тогда я вот, в общем, частично сегодня этого момента касаться не буду. В общем, скажу в следующей части. Вернемся к куполу. Что такое купол? Купол – это механизм. Это, я не знаю, как это перевести в слова. То есть он, с одной стороны, похож на энергетическое поле, которое, ну, так вот полукругом, да, вот, ну, в общем, поэтому называется купол, накрывает нашу территорию, то, где мы живем. Но свою физическую характеристику, то есть он может, ну, как бы вот менять вообще в максимально широком диапазоне, вплоть до того, что он может стать реально твердым. Вот, ну, там, как камень, там, самый твердый, короче, материал, да, то есть его уже в такое состояние переводили, когда у нас была война случилась, да, когда у нас там с неба падали метеориты, ну, в общем, говорится, вот, его там включали в твердое состояние, чтобы, вот, ну, как бы нашу Землю от метеоритов просто сохранить. А когда буду говорить про войну, вот, ну, скажу про это более подробно. Купол, я не знаю, сколько там у него всяких разных свойств, короче, очень много. Я там даже вот не лазал, честно говоря. А мне это было не особо любопытно. Вот, в общем, я просто поинтересовался вот, ну, как бы вот некоторым функционалом, да, вот, ну, который был, вот, ну, как бы мне просто был любопытен в контексте практики медитации. Вот, и я потом какое-то время общался с его компьютером. Что представляет компьютер, который управляет куполом? Это кристалл, который управляется искусственным интеллектом. То, что сейчас у нас есть в реале в плане ИИ, то есть это как бы, в общем, детские шалости по сравнению с тем, что находится в кристалле. Вот можно сказать, да, вот с нашей точки зрения, то есть кристалл уже можно назвать практически разумным. Вот.
К данному кристаллу, когда мы сюда прилетели, когда мы еще были в нормальном состоянии, когда тела были еще правильно, когда мы были еще на высокой вибрации, когда у нас было все хорошо у нас с энергией, да, то есть мы с этим кристаллом могли напрямую взаимодействовать. Что конкретно, вот, в общем, для этого требовалось? Ничего, подходишь, кладешь руку и все. Кристалл считывал с положенной вот ладони определенные генетические характеристики, да, вот, и сканировал наше тело на предмет определенных точек. А сейчас это... есть такая наука, вот, называется акупунктура, вот. Иглоукалывание, да, то есть, вот, в общем, там просто ставятся такие длинненькие вот иголочки, вот, и в определенные зоны, да, вот, и они просто вот активизируют движение энергии как на физическом уровне, да, так вот и на астральном. Штука шикарная, я пробовал один раз, это просто вау. Вот, соответственно, да, то есть, в принципе, человек подходил, кристалл включал обратную связь, да, вот из кристалла можно было взаимодействовать. Вот, в общем, если нужно было что-то поменять в куполе. Кроме всего прочего, с этим куполом можно было общаться, ну, как бы вот без контакта с кристаллом. То есть с кристаллом взаимодействовали только тогда, когда нужно было вести прям какие-то серьезные такие программные перемены, да, вот, ну, как бы вот на работу купола. Купол, кроме всего прочего, давал то, что мы сейчас называем интернетом. Вот, в общем, только нам для этого нужен, вот, в общем, сейчас нужны там магистральные провода, там всякие Wi-Fi, роутеры, вот, ну, короче, очень много техники. Вот, то купол, то есть, вот, ну, в общем, говорится, вследствие того, то, что у нас шишковидная железа работала в полную силу, мы постоянно с ним находились на связи. Говорится, вот, в общем, то есть прямой доступ. Я уже рассказывал то, что в этом нет ничего такого волшебного, да, то есть что такое, вот еще раз, что такое даже обычный интернет, да? Информация, она вот находится в виде энергии, в виде волны. Вот, ну, в общем, то есть есть у вас ноутбук, он никуда не подключен по проводам, да, то есть вы просто подключаетесь к своему роутеру и смотрите ютубчик, вот, ну, который становится смотреть все сложнее, да, там фильмы качаете, вот, ну, короче, находитесь в интернете. Ну, кажется, вот, в общем, то есть, понимаете, то есть это, ну, волна, да, то есть у вас нету прямой связи. А только сейчас нам требуется какой-то приемник и дешифратор, да, вот этих вот волн Wi-Fi, да, то... Ну, как бы в то время, когда мы сюда прилетели, вот, ну, в общем, говорится, в нашем теле такой дешифратор был, я уже рассказывал про это подробно, то есть это шишковидная железа, то есть у нас с куполом была прямая связь, все, то есть это мы, грубо говоря, были постоянно в онлайне. В купол было закачано абсолютно все знания, которыми мы владели на тот период времени, то есть там технологии, все. И для того, чтобы нам полноценно действовать, потому что мозг человека, он чисто физически не может вместить такой гигантский объем знаний. Я вначале сказал то, что я, когда вот читаю лекцию, я погружаюсь в определенное состояние, и я вспоминаю то, что, ну, как бы, ну, что мне приходило в медитациях, потому что мне приходило столько всего, что в уме просто не держится. Вот, ну, так это нереально, понимаете? То есть это как вот попытаться запихнуть, короче, ну, как бы вот YouTube, весь YouTube, да, там все видосы, там, которых там уже надо уже миллиарды, на маленькую флешку, ну, не влезет. Вот, поэтому, вот, в общем, нам гораздо проще находиться постоянно в онлайне и в любое время получить доступ к тем знаниям, которые, ну, как, ну, в общем, говорится, требуются для работы. В общем, то есть сейчас вот в этом плане, ну, как бы доступ нашего интернета, он очень сильно похож на то, что было раньше. Интернет тот самый, да, тот еще старый купольный, скажем так, провайдер купол, да, он сейчас тоже работает, но вследствие того, что у нас шишковидная железа просто практически неактивна, мы просто к нему не можем получить доступ. В следующей части лекции я скажу, как случилась такая деградация.
Соответственно, кроме этого, с данного момента я забегаю уже вперед. Это я хотел сказать практически в конце лекционной программы. В куполе есть функция передачи информации, да, то есть мы, наше тело, шишковидная железа, вот, говорится, вот, в общем, тоже может как посылать запрос, то есть мне нужно вот это, да, вот, в общем, какой-то блок знаний. Вот. И купол, вот, в общем, как бы, ну, в шишковидную железу транслирует ответ. В общем, то есть это вот действительно все сейчас очень сильно похоже, как работает текущий интернет, потому что он делался по подобию того, как работает купол. Кем делался, почему, зачем, это все позже. Захватчиками понятно, что ими, да, вот, ну, в общем, для каких целей. Все подробно я расскажу потом, но какие-то моменты мне нужно будет рассказать сейчас, чтобы вы понимали, да, вот почему у меня происходят такие некоторые странные вещи. Вот, ну, в частности, то, что я уже эту лекцию записываю уже 3-й раз. А вот почему все начинает ломаться, почему на то, что я вам рассказываю, вот начинает негативно реагировать тело. Захватчики хотели получить доступ к куполу, чтобы прям полностью на 100% стать хозяевами вот нашей территории, вот нашей земли и рулить тут всем, абсолютно всем. В какой-то момент кристалл, компьютер, да, который рулит куполом, был частично взломан, и они получили доступ к ограниченному функционалу купола. В частности, первое, самое простое, то есть они получили доступ к функции голограммы. Вот, ну, в общем, то есть купол, вот, ну, в общем, мог на себе, грубо говоря, как вот проектор, да, вот, телевизионный, вот, мог там, в общем, создавать все, что угодно, то есть любые картинки. Сейчас я очень примитивно вот это все, в общем, сам процесс сравнил с проектором. Купол может, в общем, как бы транслировать в сознании тела человека то, чего на самом деле нету. В общем, то есть это вот такого уровня голограмма. И сейчас такая трансляция происходит. Это, ну, как бы, она вот началась после войны. А поэтому то, что мы сейчас видим, это не то, что есть на самом деле. По очень многим причинам, да, вот, то есть от нас очень многое закрыто. Потому что вокруг нас ходит столько народу, что если бы мы это бы все начали прямо вот сейчас все видеть, мы бы просто офигели. Это грубо говоря, да? В общем, то есть вот, то есть нами рулят, а мы ничего не видим, мы ничего не замечаем. В общем, то есть активна голограмма. Кроме всего прочего, есть такой механизм, да, который практически читает мысли людей. То есть с его активацией захватчики очень долго мучились. Они его не смогли полноценно включить. И им пришлось пройти очень большой технологический путь, чтобы создать нечто подобную технологию. То есть почему они не могли вот применить свои технологии? Есть определенные законы в нашей вселенной, да, то, что, ну, говорится, вот, в общем, как бы, сейчас не буду погружаться, короче, они не имеют права вот этого сделать. А сначала, то есть послевоенное время, да, то есть они практически привели, вот, в общем, как бы вот остатки человечества, вот, не то чтобы в каменный век, да, то есть вот, ну, там просто технологии практически все были разрушены. Они вот начали, вот, ну, как бы вот развивать технологии, а только те, которые им требовались, да, для полного контроля над сознанием, ну, как бы вот людей, которые еще выжили после войны, да. А какая сейчас у нас самая-самая-самая-самая-самая развитая технология? Интернет, компьютер и сотовый телефон. По факту это все вот единый механизм. Все. В общем, то есть они продублировали функцию купола. А в начале данного года я начал замечать очень странные штуки.
Вот, ну как странно. Раньше я их тоже замечал, но вот, вот в этом году это прямо начало происходить, прямо, ну, очень как бы, вот, ну, вот явно, прям вот ярко выражено. Лежит, допустим, рядом телефон, выключен, ничего там не включено, да, то есть все. В спящем режиме лежит телефон. Мы с Региной, допустим, на кухне про что-то говорим. Говорится, вот мы, вот, в общем, я там часто, ну, вот, в общем, тоже как бы с медитации, когда вот выхожу, мне когда вот очередная порция вот всего подобного приходит, да, я просто сажусь, мы включаем диктофон, и я просто рассказываю. И в конце концов, да, то есть просто я вот, ну, как бы вот начал, ну, в общем, как бы наблюдать, что мне начали рекомендоваться сайты при заходе с телефона, да, которые вот, ну, собственно, по ключевым словам, которые, вот, ну, вот, в общем, я проговаривал. Телефон был выключен. Я сразу так запомнил, и телефон теперь у меня лежит, я его вообще не трогаю, ну, как бы в максимально дальнем месте квартиры. В общем, то есть микрофон явно слышит. Дальше, вот, в общем, дальше было прям вообще, это просто какая-то мистика, фантастика была, да? А, в июне данного года я купил себе ноутбук, новый для работы, старенький уже все, ему уже там 6 лет, короче, было. И купил его на базе нового процессора Snapdragon на архитектуре ARM. Вот, ну, кто разбирается, вот, в общем, тот меня поймет, кто не разбирается, неважно. Короче, на этой архитектуре пока еще работает крайне мало софта. В частности, у меня не запустился антивирус Касперского, без которого я вообще нигде не авторизуюсь, потому что в интернете я уже с 98 года меня уже несколько раз взламывали, снимали немалые, вот, в общем, суммы денег. Короче, теперь к безопасности я отношусь максимально серьезно. И в конце концов какие-то программы для работы на нем запускаются в эмуляторе, вот, а какие-то еще нет. В частности, Касперский еще не сделал, в общем, под данную архитектуру нового процессора, да, вот, в общем, свой, ну, в общем, софт, короче, не переделал. Все, то есть я сейчас, ну, как бы с компа нигде не авторизован, с ноутбука, вернее, да, вот, но YouTube смотрю. Вот, в общем, то есть в YouTube есть рекомендательные алгоритмы. В общем, то есть ты какие-то, ну, как бы ролики смотришь, да, вот, в общем, то есть YouTube YouTube это дело все анализирует и вот начинает тебе в рекомендациях показывать похожие ролики. Но это, во всяком случае, ранее работало только тогда, когда ты был на YouTube авторизован, то есть у тебя, в общем, при заходе в твой аккаунт начала, ну, в общем, как бы начинала просто вестись статистика твоих запросов в поиске Ютуба, там, статистика просмотров видосов, вот, ну, в общем, то есть собиралась определенная база данных, да, вот, ну, в общем, которую рекомендательная система анализировала, вот, и потом уже, как бы, уже, вот, ну, начинала рекомендовать ролики похожие. Еще раз, сейчас я на Ютубе с ноутбука не авторизован, потому что я это делать не буду без антивируса. Мало ли чего, да, потому что у меня тут рабочие YouTube-каналы. Что начало происходить дальше, да, вот после покупки ноута. Вот. Ну, в общем, как бы все, смотрю, ну, в общем, говорится, ладно, все. Неделю ноутом попользовался, переплевался, есть потому что, ну, очень много нужных программ там просто не, ну, как бы вот не заработало. Все. Сейчас его там в основном начал так, ну, говорится, чаще вот использовать как раз вот, ну, в общем, там для просмотра, ну, как бы вот на Ютубе всяких разных роликов. Случилась у меня очередная медитация. Я, в общем, как обычно, да, то есть пришла новая порция, вот, все. И вот, в общем, снова там пошла такая, вот, ну, как бы вот мы пошли там с Региной вот на кухню, да, я вот тоже под диктофон начал ей все рассказывать. Рядом лежал ноут, он был закрыт, то есть все, то есть там физически, да, кнопка была, вот, ну, в смысле, кнопка питания была зажата, то есть он был выключен. И вот, ну, там все рассказал, там ля-ля-ля, все такое. Через пару-тройку часов беру ноут, чтобы посмотреть на Ютубе новости. Захожу на главную страницу, где как раз вот те самые вот рекомендации вот и показываются, да, и у меня просто глаза на лоб полезли. Еще раз. На Ютубе я не авторизован. Ноут был, по сути, выключен, да.
И я просто по ключевым словам нашел некоторые ролики, вот, ну, в смысле, просто там они, вот, ну, как бы вот висели, да, то есть YouTube, вот, в общем, мне их начал, ну, как бы рекомендовать. Я был, честно говоря, в шоке. Причем ролики были настолько качественно порекомендованы, что я, вот, в общем, там очень много, там всю ночь потом сидел там и все смотрел. В частности, мне сразу пришла мысль, то, что, ну, ладно, хорошо, если телефон, допустим, еще работает, да, то есть, ну, как-то вот, в общем, допустим, нас слушают через, ну, как бы динамик телефона, вот, ну, в смысле, через микрофон, вернее, да. Еще раз, ноут был выключен. В общем, то есть, это физически невозможно. Ну, там, ну, питание там, все было вырублено. И тут у меня просто пришла мысль, что дело-то, скорее всего, не в самом ноуте, не в самом телефоне, а, скорее всего, в Wi-Fi CD. Я про это подумал, подчеркиваю, я про это никому вслух не говорил. Была ночь, Регина спала, да, то есть мне было не с кем пообщаться, котам на это дело пофиг. Все, я про это подумал, все, пошел спать, попил чай, пошел спать. Просыпаюсь, ну, в общем, снова так, ну, как бы я так это подрасходился, да, вот, и, ну, в общем, снова залезаю в новости. И у меня еще раз шок. Я вижу ролик, два, причем, в общем, говорится, я вот, вот, в общем, такие подобные, короче, нашел, причем ролику было что-то года 3, вот, или 4, уже, точно уже не помню, вот, ну, короче, 3 года точно было, это важно. Видос был про то, что в Китае начали появляться люди, которые начинают заявлять то, что им правительство Китая им, в общем, просто как бы вот дистанционно внушает какие-то мысли, то есть заставляет их что-то делать. Все, то есть такая вот телепатическое такое внушение происходит, да? Я посмотрел, вот, ну, поначалу думал, блин, ну, это какая-то ерунда, короче, вот. Первый там видос это глянул на данную тему. Второй видос, вот, так он, в общем, был уже более свежий, там уже было уже гораздо больше количество китайцев, которые про это начали говорить. И в конце концов мне вот наткнулся, в общем, тоже вот на ролик, к сожалению, я вот, ну, в общем, я вот, в общем, снова повторюсь, то, что у меня вот история просмотров не сохраняется, я его по поиску не смог найти, хотел тоже вам скинуть ссылочку. Короче, какой-то физик сказал то, что чисто по Wi-Fi, в общем, то есть можно снимать мысли человека. Так уже проводятся уже такие тесты, и, ну, как бы вот точность снятия мысли, то есть то, про что человек, ну, в общем, думает, уже достигает порядка 80%. Я думаю, что врут и там давно уже 100%, потому что чисто в принципе в данной, ну, как бы, вот, в общем, технологии нет ничего такого сложного, потому что мозг – это электрические вот импульсы, которые там по нейронам гоняют, их чисто, в принципе, можно, ну, как бы вот снять. То есть, их можно померить и что-то с ними сделать. То есть, ну, это, в общем, это банальная штука, да, то есть, это, ну, энцефалограмма головного мозга, да, вот, то есть, все, то есть, это максимально простой прибор медицинский. И сейчас наверняка вы тоже там уже видели, вот, ну, если там за темой следите, да, что, ну, как бы там уже появляются уже шлемы там дистанционного управления там военной техникой, и так далее. То есть, это все возможно. Но сейчас технология уже пришла уже к тому, то, что это тут даже техника не нужна. В общем, то есть, с человеком научились взаимодействовать через Wi-Fi сети. Именно поэтому, да, в последние 1,5-2 года, в общем, даже я уже говорил, то, что даже в нашем маленьком, в общем, как бы городишке столько вышек навтыкали, друзья. Вот, в общем, то есть, вот, ну, как бы вот где-то стоят такие полноценные вышки, где-то просто вот на домах, на крышах, в общем, стоят такие, ну, как бы вот небольшие стационарные антенны. Но их очень много появилось. Соответственно, то есть, они сейчас данную технологию какое-то время обкатывали. И у них просто не было еще процессорной мощности. То есть, у них, короче, доступа к кристаллу купола нет. Да, вот они пытаются сейчас его воссоздать. А что такое кремний, да, то есть, вот, ну, в смысле, вот, ну, процессор компьютерный, он сейчас тоже работает на кремнии. Но все, сейчас там они уже по нанометрам, они уже все уперлись, дальше уже некуда, дальше уже их, ну, как бы вот меньше транзисторы в этом процессоре уже не сделать. И, соответственно, сейчас занимаются поиском другого материала. А вот, скорее всего, это будет, в общем, тоже кристалл, что-то типа алмаза.
В общем, я там, в общем, где-то, в общем, тоже там видео смотрел, забыл, как называется вот этот минерал. В общем, как только они создадут возможность с ним, в общем, такого полного взаимодействия, да, то есть, в общем, говорится, резкий скачок компьютерных, в общем, технологий. То есть, в принципе, это все случится в ближайшие годы. В общем, то есть, это вопрос ближайшего будущего, потому что сейчас уже запущены компьютеры. Смотришь, бывают новости, читаешь там всякие разные вещи в научных журналах, и просто, не знаю, так мурашки так по спине. Клонировали, мозг. Человеческий мозг клонировали. И к нему подключили, то есть, его сделали, в общем, чтобы он выполнял роль процессора. В общем, мозг человека, то есть это по факту вот и есть биологический процессор с такой мощностью, что вот нашей современной технике, в смысле компьютерной, да, вообще не снилось там даже вообще никогда. Вот. В общем, то есть такая, кто читал в детстве, да, вот этот Беляева, там, голова профессора Доуэля, да, то есть вот сейчас примерно, в общем, сделали то же самое. Беляев что-то знал. В общем, то есть уже клонируют там уже, грубо говоря, уже мозги, пока там они работают не очень долго, да, но у них вычислительная мощность просто гигантская. Вот. К чему я все это, да? Я вас не пугаю, я не фантазирую, друзья. Это все можно найти вот на Ютубе, это все есть в научных журналах. Я уже очень много раз говорил, они обязаны рассказывать про все, что они делают. И они рассказывают. Людям просто максимально лень там покопаться, что-либо там найти, и все это дело прочитать, и посмотреть. Все. Это уже факт. Техника такая уже есть. То есть просто ментальная уже взаимосвязь между компьютером и мозгом человека уже есть. Что происходит далее? С конца прошлого года, даже, наверное, года 2 назад, я тоже на какой-то лекции уже про это уже рассказывал, начали самым просто фантастическим просто образом помирать блогеры. Причем блогеры, которые рассказывали примерно про эти вещи. Не конкретно про то, что я рассказываю. Я получил доступ к интернету, да, после практически, в 20 лет, поменьше маленько, это случилось в 2014 году, начал заниматься я в 98-м, там пораньше маленько. Длительное время я занимался, то есть, медитировал, взаимодействовал с энергией, да, то есть, у меня просто включилась шишковидная железа, я снова получил, доступ, да, который, сейчас он нестабилен, потому что, с ней нужно очень плотно заниматься. То есть в этом нет ничего необычного, я уже еще раз повторяю. То есть это функция нашего тела, это нормально. Когда это не работает, это ненормально. И, соответственно, есть блогеры, которым тоже спонтанно приходит нечто подобное, да, и они просто снимали ролики. Я там на парочку таких был даже подписан. Один вышел в окно, типа самоубился, да, и с двоими случилось тоже нечто подобное. Типа это самоубийство было. А на самом деле нет. Я сейчас не буду озвучивать некоторые вещи, да, потому что сейчас проходит сканирование людей, которые выдают подобную информацию. И к ним система тут же применяет определенные, выражаясь современным языком, санкции. Таких людей начинают очень сильно контролировать. Это можно сравнить с тем, как работает, да, допустим, берем соцсеть ВКонтакте. В базе контакта, то есть там есть тоже, там есть поиск, да, то есть, по контакту можно что-либо найти. Хреново, но можно. И там в самом коде, грубо говоря, да, ВКонтакте заложены определенные ключевые слова, а если вы их будете писать, допустим, в личной переписке, да, к вам там через полчаса приедут менты. Там это связано с госбезопасностью, и все, далее. Да, сейчас данный механизм работал только в таком формате, то есть вам нужно было что-то написать или произнести вслух.
общайтесь, допустим, по телефонии контакта. Сейчас я просто, в общем, как бы вот контакт в качестве примера привел, да, то же самое в Телеграме, допустим, ну и вообще везде. А где собирается много людей, то есть спецслужбы это все мониторят. Но кроме спецслужб, в общем, данные, ну, как бы, в общем, данным мониторингом, вот, в общем, как бы занимаются и захватчики, в общем, то есть те, которые тут пытаются нам досадить тотальный контроль. И когда уже я уже про это вот или говорю, вот или даже думаю, пример Ютуба, да, то есть, в принципе, ну, в общем, в моей просто жизни, ну, как бы начинают происходить всякие разные события негативного характера. Сейчас я не буду про это говорить, чтобы, ну, чтобы лучше не говорить про это. А по большому счету это сейчас, в общем, даже вот не особо и важно. Вот, то есть таких людей, вот, ну, которые вот такой вот информацией начинают делиться, да, вот, или стараются как-то погасить, в здоровье начинаются проблемы. Ну, вот, в частности, у меня вот вчера первый раз в жизни настолько сильно, ну, когда я сел записываться, да, в понедельник, вернее, вот меня просто прихватило сердце. Все, у меня такого никогда не было. Потому что просто бах и все. Я такой, ладно, это, в общем, крайне, вот, в общем, такая крайне странная реакция моего тела была. Думаю, хорошо, сегодня не записываю. Прошло полчаса, все прошло, ничего как будто вот и не было. То есть так не бывает. Ну, вот, так у меня просто у бабушки тоже были проблемы с сердцем, то есть, когда ее там прихватывала, да, вот, то есть, ну, я это понимаю, как это происходит, да, то есть, она там пила таблетки, да, то есть, ну, в общем, там сердце ныло, ну, в общем, там час, там, два, там, ну, кажется, вот, в общем, то есть, длительное какое-то время, да, вот, и потом более-менее становилось все хорошо, да, то есть, у меня так это просто резко выключилось, в общем, то есть, там прошло там максимум полчаса, и все, сердце как новенькое, в общем, как обычно, то есть, в общем, как будто включили вот эту, в общем, данную боль и выключили. Технически это сделать можно. В последующих лекциях я вам тоже расскажу, как это все происходит, да, вот, в общем, когда, ну, в общем, говорится, буду вам рассказывать про то, как был запущен процесс программирования людей. Здесь, вот, в общем, я снова вам советую перечитать два поста, как в нашем закрытом школьном канале, так и, собственно, как бы тоже в публичном нашем школьном канале. Два поста, в котором я задавал вам вопросы, что у вас в последнее время, то есть, вот, ну, когда я там эти, в общем, вот посты были вот опубликованы, я говорил, имел в виду про август. Сейчас уже у нас уже не август, уже октябрь. Вот, то есть, прочитайте, что ответили люди на вопросы, что у вас поменялось в плане сна и что у вас поменялось в плане здоровья. Я когда прочитал, нет, в общем, я честно, я всегда, вот, в общем, к себе, вот, ну, в общем, к своим каким-то вообще таким вау, всяким разным непонятным переживаниям, которые случаются в медитации, то есть я всегда к ним отношусь скептически. И поэтому, вот, в общем, как бы я вот просто вот решил, ну, как бы просто выяснить, да, то есть, как бы база подписчиков довольно так уже большая. В общем, то есть, можно собрать хорошую статистику, да, вот, обратную связь. Я когда просто читал, я просто офигевал то, что люди написали. Симптомы очень похожие. Вот прямо все очень похоже. Ну, еще раз, вот, ну, в общем, я к этой теме вернусь в отдельной части лекции, потому что тут нужно очень долго все рассказывать. Но пока вы можете перечитать вот то, что написали люди к этим постам, и, ну, в общем, друзья, если у вас с аналитикой все в порядке, да, то, ну, в общем, 2 плюс 2 сложить там это все очень просто. А на здоровье стали воздействовать. Вот, на этой собственной мысли я сегодняшнюю лекцию вот и хочу закончить, потому что получилось уже довольно долго, хотел все сделать покороче, но мне просто хотелось пояснить текущую ситуацию, да, то есть как бы, в общем, текущий уровень технологий, которые сейчас активированы, да, в следующем году прям будет совсем жесть. Поэтому на днях мне пришла мысль, типа, ну, провести вам семинар и показать, вот, в общем, такие более серьезные способы, техники по защите как себя от внешнего воздействия, да, так, собственно, и своего жилого помещения, квартиры, дома, вот, ну, там неважно что.
про это вот информация будет позже. В общем, как только я решу такой семинар сделать, вот, в общем, я в закрытом канале все анонсирую. Хорошо, друзья, на этом все. Всем хорошего вечера, всем пока.